Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня продолжение темы актинидии и отвечаю на ваши вопросы, которые касаются особенностей выращивания вот этого уникального растения. Это лиана. И мы ее высадили вместо винограда. Здесь раньше был виноград. И очень важные моменты, на которые я хотела бы именно в этом видео обратить внимание, чтобы вы не повторяли наши ошибки. Называю это видео неспроста. Наши ошибки в выращивании актинидии, кстати, и киви. Но это будет отдельная тема. Первое – это место посадки. У нас была здесь беседка для винограда. Много лет служила для винограда. И мы использовали активно древесную золу. И поэтому сейчас у нас наблюдаются некоторые проблемы. Мы уже давно это не делаем. Посадочные ямы готовили специально, зерновую землю из леса привозили, для того, чтобы как можно больше убрать вот этот старый грунт, который у нас был с добавлением древесной золы. Это щелочь. И ни в коем случае, уже сразу же отвечаю на вопрос, подкормки и какая должна быть почва. Ни в коем случае не должна быть щелочная почва, иначе начнут подгорать корни и растение погибает. Для этого нужно использовать, если есть возможность, где-то лесопосадки, в которых есть еловые растения. Вот оттуда брать землю, еловый опад использовать. Ну а мы что используем? Смотрите, у нас тут целая стена. С одной стороны, с другой стороны молодые саженцы. Здесь теплица. Сразу отвечаю на вопрос, где лучше высаживать. Теплица, получается, у нас частично и елка закрывают с северной стороны. Вот наши растения. Получается, здесь юг, восток и юг. И в то же время вот ноги у этих растений, то есть корни у нас затенены, и они у нас не перегреваются. Это очень важное условие, чтобы корни не были открыты для солнца. Здесь практически все время тень, но и мульча. А мульчу, смотрите внимательно, насколько это можно. У нас елка уже большая, я все время ее обрезаю. И вот эти веточки вместе с вот этими иголочками, все здесь мульчируется именно этим древесным растением, остатками, для того, чтобы создать вот эту кислую почву. И это следующий ответ на следующий вопрос. Можно ли выращивать актинидии на кислой почве? Не можно, а нужно. Нужны слабокислые или кислые почвы. pH должна составлять от 5,5 до 7 единиц. Поэтому очень важно вот это растение по мере возможности и под корень землю, вот этот опад от еловых растений, сосна может быть. В общем, любое семейство еловых, вот нужно и землю из-под этих растений брать для посадки. У нас такой возможности нет, но вот мы все время подсыпаем. А вот смотрите, теплица, и вот она, красавица. Вот она, большая елка. И под елкой, естественно, и опад есть, его уже там много. Вот. Ну и самое главное, мы обрезаем веточки вот от теплицы снизу. И вот это все уходит под актинидии и под... И сразу же я тут перехожу к следующему вопросу. Не страшно ли, если рядом с елкой растет актинидия? Наоборот, даже очень хорошо. У нас рядышком прямо с актинидией, это мальчик у нас, мужское растение, смотрите. Он любит забираться на ель. Приходится ему немножко укорачивать его лианы, потому что он полностью забрался у нас на елку. Елка уже довольно-таки высокая, метров, наверное, 7, высоченная елка. Вот. И он даже, кстати, не он, а она, елочка наша, еловое растение, затеняет тоже вот этого прекрасного мальчика, мощное растение. И вот здесь получается, смотрите, у нас мальчик здесь вот так у дома. Здесь тоже затышек. Получается, с северной стороны на него ветра не дуют. Здесь на себя берет всякие ветряные проблемы елка. Вот здесь теплица. Здесь не промерзают. Очень хорошо у стенки дома.
И здесь 5 метров от мужского растения начинаются вот эти посадки растений актинидий женских. И у нас еще есть растения, мы хотим возле дома полностью обсадить актинидиями. Ну вот по рассказам тех, кто занимается, до 50 метров можно спокойно мальчика высаживать одного на 5-6 растений. Ну так как у нас мощное растение мальчика, пока нет необходимости еще высаживать. А для киви есть свой мальчик, он первый цвел. А для актинидий вот такая обстановка, вот нормально они себя чувствуют. Поэтому слабо кислые почвы должны быть или кислые. Елка рядом, это очень хорошо, потому что она создает вот эту энергетику, которая нужна актинидиям. Ведь изначально актинидии-то росли в лесах, на опушке леса, на елку забирались, поэтому им очень хорошо, они дружат. Ну а следующий вопрос касается воды, поливов и глубины залегания почвы. Можно ли высаживать актинидии, где очень близко залегает вода, где близкое стояние грунтовых вод? Хочу сразу сказать, нет. Не любит актинидия застоя воды и постоянного присутствия воды у своих корней. Но поливы, вот эти жаркие сейчас периоды, постоянно. У нас даже здесь рядышком есть вода, ванночка, и у нас нагревается вода. Естественно, мы обязательно поливаем. Видите, под елкой. Здесь все продумано. Мы обязательно поливаем актинидии. И, несмотря на то, что дождей не было, уже как будто бы прохладно, мы все равно продолжаем их поливать, для того, чтобы в зиму корням было комфортно. Сегодняшнее видео – это ответы на ваши вопросы о выращивании актинидии. И они как раз касаются некоторых наших ошибок, которые мы допускали в самом начале возделывания этого ценнейшего растения. И давайте подведем итоги. Итак, актинидия – растение двудомное. Нужны женские и мужские растения. Для женских 5-7, даже до 10 растений допускается одно мужское растение. Расстояние между женским и мужским растениями от 5 до 35 метров. Так у нас вот находится, но, возможно, до 50 метров. Об этом мне рассказывали некоторые наши зрители. Иногда допускаются вот такие большие расстояния. И сразу же отвечу на вопрос по поводу того, что цветут красиво актинидии и они не дают плодов. Чаще всего это мужские растения. Если же тоже посадить одни женские растения без мужского, не будет опылителя, тоже женские будут осыпаться. Поэтому нужно определить, какие растения у вас растут. Посмотрите, во время цветения у нас есть видео, где мы показываем отличие женских от мужских растений. Можно определить по цветочкам. Я сделаю сноску под видео, и вы увидите вот это видео. Несколько слов о морозостойкости актинидии, потому что многие боятся в России, в средней полосе, выращивать это прекрасное растение. Так вот, согласно исследованиям, актинидия каламикта выдерживает морозы до минус 40 градусов, а вот актинидия аргута выдерживает кратковременные морозы до минус 35 градусов. И я нашла исследования польских садоводов, селекционеров, испытателей. Они свои актинидии испытывали, и они у них выдерживали до минус 28 градусов. Очень интересная информация. Получается, что вот в этот уже последний период лет 30-40 очень активно актинидиями занимаются в ботаническом саду Национальной академии Украины. Вот они используют и актинидию аргуту, и актинидию пурпуровую. И вот благодаря вот этим двум сортам выведены перспективные гибриды: изумрудная, пурпуровая садовая, киевская гибридная, киевская крупноплодная, фигурная. В моей коллекции есть уже киевская крупноплодная, самоплодная, пурпурная,
фигурная, а также польские Кенс Ред и Скарлетт Септембр. Вот они-то и выдерживают минус 28. Самоплодная Исайя также выдерживает до минус 30 градусов. Вот такую информацию я нашла. У нас был самый большой кратковременный мороз за время, когда росли у нас актинидии, минус 18. И вот главное, чтобы для актинидии, чтобы весной, когда уже пошли в рост веточки, побеги, чтобы не было в это время даже кратковременного мороза минус 1. Самое главное, чтобы вот этот период шел медленно, мягко и температуры не возвращались. Лучше пусть дольше будет холод, но зато не будет возвратных заморозков. И вот тогда прекрасный урожай получается, как у нас в этом году. Ну и чтобы растения были крепкими, я их не укрываю на зиму. Но саженцы не высаживаю осенью. Да и рано весной, если получишь саженцы, то нельзя высаживать. Лучше приживаемость и закалка при посадке в конце весны, когда прогреется грунт, и из горшка, в который самому можно посадить. Я уже вам показывала этот способ. Поэтому я вот саженцы высаживаю в большие горшки. То ли это апрель, то ли это сентябрь, октябрь. Большие горшки, нормальная уже подготовленная земля. Обязательно обезвредить нужно дерновую землю или садовую вот этим препаратом рубит против этих вонючих червяков, которые едят корни, потому что сейчас очень много этого вредителя. И затем можно удерживать горшки до холодов на улице, а затем в теплицу можно перенести или же в прохладное какое-то помещение. Листопад завершится, и пусть растение находится в приближенных условиях к тем, которые есть в саду на улице. Но если сильный мороз, естественно, нужно занести в подвал, потому что это маленький саженец. Высаживать саженцы нужно в почву, состоящую из зерновой земли, а также я еще добавляю на куст при посадке 1 столовую ложку нитромофоски, хорошо перемешав с землей. Хорошо использовать землю из-под еловых растений и мульчировать почву еловыми иголками или еловыми веточками. Почва, вот это очень важно, должна быть слабокислой или кислой. pH должен составлять от 5,5 единиц до 7. Ни в коем случае нельзя использовать древесную золу или другие какие-то щелочные материалы. Это, сразу же вам говорю, приведет к гибели ваших растений. Что бы вы ни делали, но не любят вот эту. Кстати, я на некоторых сайтах видела вот эту противоречивую информацию. Почва кислая, но удобряйте древесной золой. Просто, наверное, люди не знают особенностей почвенных вот этих, что нужно для растений, поэтому прошу вас, обратите внимание на это. Древесная зола не для актинидий. Вредителей на ветвях и на листиках пока не видела. Единственное, что вот уже когда тепло в сентябре, клопы черепашки прилетают, плоды любят, они их немножечко едят. Но это очень мало, их уже прохладные ночи, успеваем мы вот с клопами-черепашками более-менее разобраться. А вот корни у актинидии – это самое слабое место. Кстати, для многих садовых растений сейчас это проблема. Корни могут съесть вонючие вот эти черви, кивсяки или личинки хруща. Поэтому используем осенью, весной препараты для почвы. Вот антихрущ надо покупать и вносить, а также вот рубит. Рубит мне нравится, очень хорошо работает с кивсяками, испытала уже на многих растениях. Итак, еще о поливах. Давайте этот момент обязательно с вами обсудим, и обязательно я сделаю акцент на этом моменте. Поливы нужны очень в жаркую погоду 1 раз в неделю. Почва должна быть увлажненная, но без стояния воды. Не любят актинидии застоя воды, а также близкое стояние грунтовых вод. Погибают они от застоя воды.
Подкормки провожу под корень. Вот при посадке дерновая земля и была нитромофоска. Я, кстати, именно по этому способу увидела, как делал вот наш земляк, одессит тогда, много лет назад, Александр Гриневич. И он использовал все время нитромофоску. Вот при посадке. А далее я уже использую сейчас жидкие комплексные удобрения для садовых растений микроминералис, универсальный плюс. Это органическое удобрение, и оно нравится растениям. По листьям, сразу же скажу, внекорневая подкормка для актинидий не подходит, не любят листья. Они сразу же реагируют листочками, начинают становиться коричневыми, подсыхают, теряют тот вид красивый летом, который у них есть. Одно растение попробовала, испытала часть растения, увидела, что это нельзя делать. Начинает сохнуть и листья осыпаются. Так что подкормки только под корень и вместе с поливом. Ну, на сегодня мы ответили на все ваши вопросы, которые мы получили от вас, дорогие наши подписчики и зрители. Готовы и впредь делиться тем, что мы знаем, что испытали об этом растении, ну и, естественно, о других садовых растениях. Раиса Греченко, Александр Волик желает вам удачи, красивых вам, здоровых садовых растений. А всем вам крепкого здоровья и до новых встреч на нашем канале.